На такую работу уйдет примерно пару часов. Это идеальный вариант, кстати, для новичков. Как стать дизайнером и заработать $1500 на дизайне. Всем привет, меня зовут Лейсан, и я фрилансер. Фрилансером я работаю уже более 5 лет. За это время я набила шишки, сделала определенные выводы, проделала большой путь. Поэтому я хочу рассказать вам на своем примере, как начать зарабатывать удаленно дизайнером, как выйти на стабильный доход и перестать работать на кого-то. Профессия дизайнера является одной из самых популярных в мире. Есть сайты, где можно искать заказы от частных лиц или компаний для начинающих. Сделки проводятся через биржу, которая выступает гарантом оплаты. На некоторых сайтах можно работать с клиентами напрямую или выбирать сотрудничество через безопасную сделку с гарантией оплаты, кстати. Специализированных бирж для дизайнеров мало, однако есть много крупных проектов, где могут заработать дизайнеры. Первое – это Яндекс.Услуги. Здесь есть лента заказов и каталог специалистов. Работа с клиентом идет напрямую, сервис не вмешивается в отношения между исполнителем и нанимателем. Второе – это Quark, биржа и магазин фриланс-услуг в одном лице. Здесь можно зарабатывать, продавая разные услуги, создание баннеров, ретушь, дизайн сайтов, ну и так далее. Добавляете свои услуги в каталог и получаете заказ. Третье – Fail, крупнейшая на данный момент биржа для фрилансеров, в том числе веб-дизайнеров, иллюстраторов, много разноплановых заказов. Freelance.ru, также Upwork.com, крупнейшая международная биржа фриланса, в том числе для дизайнеров. Шестое – это Fiverr.com, Robrine.com, русскоязычная биржа, заказчиками на которой выступают иностранцы, позиционируется как биржа топовых специалистов, где можно брать хорошие проекты. Есть много различных направлений, каждое из которых имеет свою стоимость и пределы по этому параметру. Давайте мы с вами начнем с веб-дизайнера. Сколько можно заработать? Заработок будет зависеть от многих факторов, включая место работы дизайнера в штате компании или на фрилансе, навыки, опыт, наличие портфолио и так далее. Для начала перечислю средние ценники на отдельные виды услуг. Например, разработка фирменного стиля от 3000 рублей, сайт-визитка от 5-6 тысяч рублей, улучшение дизайна сайта от 10 тысяч, эскиз дизайна сайта от 15 тысяч рублей, разработка дизайна для сайта и приложения от 30 тысяч рублей. В список обязанностей веб-дизайнеров входят это создание дизайна для сайтов, нужно будет придумать то, как выглядит сайт, разработать макет, предложить несколько вариантов. Создание дизайна для лендинга. Так называют ресурс одной страницы, который используется для продвижения какого-либо товара, акции или предложения. Создание дизайна мобильного приложения. Одно из самых сложных направлений, кстати. Нужно будет придумать концепцию всего приложения для мобильных устройств и сделать к нему дизайн. Создание дизайна баннеров. Они нужны для рекламы в интернете. На такую работу уйдет примерно пару часов. Это идеальный вариант, кстати, для новичков. Создание дизайна социальных сетей. Например, то, как будут выглядеть публикации определенного сообщества, а также его полное оформление. Есть и совершенно другое направление – графический дизайнер. Это специалисты, которые работают со стилями компании. Сколько можно заработать? Средний заработок графического дизайнера в России составляет 38 тысяч рублей. Это средняя зарплата, и реальную цифру назвать очень сложно. В крупных городах она будет выше, в небольших, конечно же, ниже. Например, графический дизайнер удаленно от 20 тысяч рублей зарабатывает, младший дизайнер до 50 тысяч рублей, дизайнер-верстальщик с опытом от 3 лет 50 тысяч рублей, дизайнер-арт-директор от 170 тысяч рублей. Конечная зарплата будет зависеть от опыта, портфолио и узкопрофильных навыков. На доход фрилансера влияет в первую очередь загруженность и хорошее портфолио. На отечественных биржах удаленной работы минимальная цена услуг графического дизайнера стартует от 500 рублей. Сколько может стоить, к примеру, создание аватарки для группы в социальной сети? За логотип исполнители берут в среднем 1500-3000 рублей, за создание фирменного стиля компании от 5000 рублей.
В обязанности графического дизайнера входят разработка фирменного стиля, например, визитки, бланки, упаковка, транспорт и все, что может принадлежать компании. Разработка логотипа – это одно из самых популярных направлений. Нужно будет разработать логотип компании. Разработка дизайна визиток – еще одно популярное направление, на котором получится зарабатывать. Нужно сделать дизайн визиток, сделать ее получится за пару часов. Разработка упаковки, то есть это какой-либо товар и как он будет выглядеть в конечном итоге. Разработка дизайна информационных графиков. Нужно будет создавать какую-либо информацию, выраженную в графиках, чаще всего это статистика. Разработка дизайна презентаций. Встретить эту услугу дизайнер сможет не так часто, но она все-таки встречается. Нужно будет сделать красивый дизайн презентации для конференции, отчетности, ну и не только. Все, наверное, слышали, еще существует дизайнер интерьера. Специалист по дизайну интерьера отвечает не только за уют, стиль и красоту в помещении. Он должен владеть знаниями и навыками инженера, уметь учитывать особенности строения, знать, в каком количестве понадобится тех или иных материалов, как правильно прокладывать коммуникации и электропроводку и многое другое. Что входит в задачи такого специалиста? Получение заказа и осмысление проекта, разработка эскиза и его согласование с заказчиком, создание макета с помощью 3D-моделирования, расчет чертежей, коррекция проекта по желанию заказчика, декорирование по окончании отделочных работ, текстильный дизайн. В своей работе дизайнеры используют компьютерные программы. Это Sweet Home 3D, SketchUp. Сколько можно заработать? Заработная плата дизайнера интерьера зависит от многих факторов: площади и назначения помещения. Гонорар рассчитывается исходя из 1 квадратного метра площади. Дизайн квартиры может стоить дешевле, чем, к примеру, разработка макета стильного функционального офиса в центре города. Опыта, репутации специалиста, наличие и качество портфолио. Средняя зарплата дизайнера интерьера в России составляет 47 тысяч рублей. Это очень приблизительная цифра, поскольку новички получают как минимум в 2 раза меньше, а опытные раскрученные дизайнеры имеют более 100 тысяч рублей в месяц. Также популярностью пользуются и дизайнеры ландшафта. Число коттеджей в городах увеличивается с огромной скоростью, а каждый владелец желает озеленить территорию необычными деревьями и кустарниками, создать декоративные композиции из природных камней и современных материалов в придомовой зоне. Еще одно оплачиваемое направление – дизайн одежды. Конечно, здесь нужно иметь определенное чутье, разбираться в модных коллекциях, которые сейчас в тренде, и не копировать чужие работы. Производители готовы хорошо оплачивать, а на пике популярности можно будет организовать производство под собственным брендом. И что хочу сказать, профессия дизайнера всегда будет востребована, а большое количество направлений открывает широкие возможности. Каждый специалист может найти занятие по душе, совершенствовать свое мастерство, развивать другие дизайнерские сферы и, конечно же, зарабатывать деньги в интернете удаленно в любой точке мира. Обязательно напишите в комментариях, попробуете ли вы дизайнерский путь, и подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропускать. Скоро увидимся. Пока-пока.